Всем привет, вы на канале Пульснет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сейчас, довольно странно для игрового аппарата, я все равно вход записываю на него. Вот пишет 4К 60 FPS, безумно сильный ветер, надеюсь, что вы слышите не все, я про ветер. Второй момент, это мощный, классный аппарат на последнем Qualcomm процессоре. Он, скорее всего, будет, как многие рассуждают, вариант бока. На глобальном рынке у меня на руках китайская AMG-версия, Mercedes. Полное название можете прочитать в описании, либо в названии ролика. Насколько этот аппарат лучше K40, насколько он более продуман, стоит ли его рассматривать, потому что это все-таки девайс для китайского рынка, и все остальное вы узнаете в ролике. В целом, мне девайс очень понравился. Своих денег он относительно стоит. Почему? Потому что, опять же, если у вас есть K40, я это несколько раз в ролике повторю, смысла его покупать нет. Плюс не забываем, кстати, что прожарка данного девайса уже была на лайв-канале. На лайв-канале вы можете в записи увидеть, как я в течение 2 часов запускал несколько подряд стресс-тестов Antutu, как он один из этих раз просто я отказался проходить GPU-тест. Видеопроцессор сказал Antutu, я работать не буду, но это было один раз. В целом, аппарат, когда у вас оказывается в руке, вы ощущаете радость. У меня был такой же K40 плюс Li, радость была. Здесь она еще больше. Почему? Потому что это игровой смарт, который похож на неигровой смарт. Да, у него тач не 1000 Гц, как у GT2 Realme. Вы можете обзор посмотреть на канале. Но он по прошивке, даже MIUI, вот китайское, мое ощущение, на шаг впереди того, что я до этого тестировал. Здесь много всяких примочек, здесь отличный звук из 4 динамиков. Он быстрый, красивый. Смотрим. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, еще раз, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы, и сегодня я буду обозревать Redmi K50. Кто не знал, Redmi K40, особое издание Special Edition с Брюсом Ли у меня было на канале, по ссылке в правом верхнем углу можете посмотреть обзор на этот девайс. Здесь тоже особое издание AMG. Также было особое издание недавно IQ00 9 Pro, но это было BMW, то есть у всех своя коллаба. Вскрываю, количество экземпляров этих штуковин было продано 10 тысяч, возможно, они что-то там еще дополнят. В комплекте, разумеется, собственно, телефон. Как я знаю, здесь у нас гановская зарядка на 120 Вт. С обещанием за 17 минут зарядить телефон, в чем я сильно сомневаюсь. Они чуть-чуть всегда преувеличивают. Разумеется, кабель, который не стоит терять, потому что все это работает только в комплекте. Разумеется, есть ключ для извлечения сим-карт и чехол довольно простого вида, прозрачный, Simply Clever. Документация на китайском языке. Разумеется, этого телефона глобалки не будет, так же, как не было глобалки K40. Возможно, что-то будет альтернативное, но это будет потом. Прожарку этого устройства, если вы смотрите обзор, вы уже можете посмотреть на Польза.нет Live, на лайв-канале. Что такое прожарка? Это при своих подписчиках я провожу все тесты. Что хорошее, экран не водопад. Сразу. Защитная пленка с не очень плохой олеофобкой, даже сказал бы я хорошей. Задник классно выглядит вживую, вряд ли на экране это будет видно. Хорошо, но вот прям круто. Понятно, что в чехле это все дело будет выглядеть намного хуже, но это уже другая история. Я вижу, что здесь нет мини-джека, я вижу, что здесь есть инфракрасный порт. И что меня больше всего, как и вас, интересует, разумеется, триггеры здесь механические. Я больше такие люблю как раз. Ход у них довольно плавный, люфт приличный, как и у K40. Следующий момент. Мы достаем здесь слот и расстраиваемся, потому что возможно запихать только 2 сим-карты. Подбородка здесь нет. Камера, к сожалению, фронтальная, находится по центру. И русского языка, разумеется, нет тоже, потому что, опять же, это все китайская версия. Весит данное устройство в 213 граммов, даже больше, чем iPhone 13 Pro, с весом в 205 граммов. Как лежит в руке, вы сейчас видите. 162 мм высота, ширина 76, толщина устройства
10,9 мм. В целом девайс мне нравится. Обычный игровой смартфон, намного ли он лучше, чем Black Shark? Ну, мы знаем, что он дороже. Как все это дело будет в жизни, расскажу. Смотрим. Особый респект хочется отдать Василию. Если бы не он, этого девайса бы у меня не было. Я говорил об этом на стриме. Огромное спасибо, что он помог мне его достать. Так что вы знаете нашего героя. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 мибэндов 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом. Перейдем же непосредственно к смартфону. Полетели. У меня на руках версия коллаборация с Mercedes. Помимо этого варианта есть еще 3 расцветки. Это черный, серый и синий. Тыльная часть выполнена из стекла, рамки алюминиевые. Из фронта экран закрыт Corning Gorilla Glass Victus. В руках без чехла лежит удобно. К слову, хоть и комплектный чехол не самого лучшего качества, но по моему случайному тесту он спас смартфон при падении с 1,5 метров на асфальт. Это прям очень круто. Тыльная часть не особо маркая, что хорошо. На корпусе расположена кнопка питания со встроенным сканером отпечатка пальца, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0, что, конечно, фейл. USB on the go также на борту. 3 микрофона, 4 динамика. Звучание здесь стерео, и оно здесь очень хорошее и громкое. Dolby Atmos на борту. Далее есть слот на 2 сим-карты и карту памяти, напоминаю, запихнуть сюда нельзя, что тоже является разочарованием для многих, кто собирается покупать данный смарт, а это игровой смарт, или уже купил данный аппарат. ИК-порт в наличии, а вот мини-джек отсутствует, что для игрового смартфона тоже фейл. Конечно же, есть 2 механических магнитных триггера, на которые можно повесить любое действие по вашему желанию прямо из настроек. Официально защиту от влаги не заявляли, но салазки прорезинены. Кнопки имеют небольшой люфт, но не критичный. Летим дальше. Смартфон оснащен дисплеем OLED на 6,67 дюйма с разрешением 1080 на 2400 пикселей. Матрица экрана абсолютно плоская, плотность пикселей 395 ppi. HDR10+, также на борту. При ярком освещении яркости хватает, вглядываться не приходится. Картинка более чем приемлемая. Частота обновления экрана 120 Гц. На выбор также есть автогерцовка и 60 Гц. Тач на 480 Гц, не космос, который я встречал, но этого достаточно. DC-диминга в наличии нет. Шим на 100% яркости 18%, на 56, на минимальный 10, на нуле также 10. Автояркость корректная и хорошо подстраивается под освещение. Под разными углами тон картинки бросает в теплый оттенок. Полноценный Always On дисплей в наличии, как и у любых флагманов от Xiaomi. Вне флагманах они, как вы помните, урезанно его добавляют. Далее, мультитач, разумеется, берет все 10 пальцев. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатка пальца, внедренного в кнопку блокировки и распознавания лица. Сканер отпечатка пальцев работает хорошо. Завести отпечаток одного и того же пальца несколько раз можно. Распознавание лица срабатывает стабильно быстро, и можно завести биометрические данные 2 разных лиц, что круто. Подбородка внизу экрана нет. Летим дальше. Процессор здесь последний. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. С техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная тактовая частота которого 3 ГГц. Графический процессор Adreno 730, интерфейс MIUI 13 и Android 12 версии. Оперативная память LPDDR5 доступна на выбор 8 или 12 ГБ. Внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 128 или 256 ГБ. Разумеется, есть поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 Ultra, поддерживает 5G сети, что нас пока не особо интересует и еще не скоро, учитывая последние события, будет интересовать. Для 4G Band 7 в наличии, а вот 20-го нет. При этом сеть мобильную ловит хорошо. Звучание при звонках отличное, запись разговора в стоке есть. И без уведомления собеседника о начале записи разговора, что важно. Считайте, у вас шпионский смартфон, который рутовать не нужно для этого. Датчик приближения работает исправно, вибро очень понравилось, даже лучше, чем у Black Shark 4 Pro, обзор на который вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в правом верхнем углу экрана. Bluetooth версии 5.2, NFC поддерживается и Google Pay встает без проблем. Далее GPS-тест показывает точность до 3 метров при условии, что рядом есть высотки. Да, для этого процессора это классические результаты, лучше никогда не бывает. Емкость аккумулятора 4700 мАч, и здесь печаль. В PC-марке выдал он 10 часов 48 минут, и осталось еще 20%. И хотя тест я проводил на 120 Гц на максимальной яркости, во время этого теста смартфон благополучным образом сбросил яркость, притом в какой момент я, если честно, не поймал. И это нехорошо. Такой вот фейл. Так что чистой воды в PC-марке я дам ему часов 7, а максимум, наверное, часов 10. Но по играм вы и так поймете, сейчас я все оглашу. Заряжается он с 0 до сотки от родного адаптера питания без включенной функции быстрой зарядки за 41 минуту. С другой стороны, за 6 минут он заряжался у меня без этой включенной функции до 50%. А вот с включенной функцией быстрой зарядки он зарядился с 0 до сотки за 22 минуты. Это, конечно, не заявленные 17 минут, но все равно быстро. За час игры в Genshin Impact на
на максимальных настройках графики улетает 30% заряда. К сожалению, на максималках на данный момент не поиграешь с комфортом, присутствуют фризы и нередко. Я думаю, что просто процессор не до конца оптимизировали, но по сравнению с тем, что вытворяет S22, который самсунговский у меня на руках, на минимальных настройках лагая просто люто со своим Exynos, я думаю, что этот смартфон просто образец стабильности. Яркость понижает нестабильно, а после того, как перегревается, и не сразу, и не через 5 минут, а где-то через минут 20-25. Притом не сильно. Беспроводной зарядки, естественно, нет, как и реверсивной. Тротлинг-тест на холодную проходит не совсем с радужными показателями, я бы сказал, что вообще не радужными. 156 гипсов минимально, максимально 300 и в среднем 189 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 5 в сингл-коре 1179, в мультикоре 3538. В 3D-марке смартфон отказывается проходить тесты из-за перегрева. Большинство. Но один тест он прошел. Это Wildlife Extreme с результатом 2382. В Antutu выдал 936 тысяч попугаев, притом я прогонял его несколько раз, и 980 тысяч было, и 470. Опять же, кому интересно, смотрите стрим в записи, но я этот антутовский тест проводил до обновления. Последнее обновление приходило ночью. Storage-тест показал космические 76 тысяч, и это уникальная цифра, потому что таких я не встречал. Он и правда мега быстрый. 30-минутный стресс-тест прошел, вы результаты видите на экране, не супер. Результаты теста искусственного интеллекта отличные, я бы сказал. Если недавно бы я не тестировал OnePlus 10 Pro, у него было 2 миллиона 700 тысяч, и у K50 2 миллиона 636 тысяч. Вот вам и ответ. А у Samsung S22 86 тысяч. Кому интересно, что этот тест показывает, погуглите, потому что на слово вы мне все равно не поверите. Но он не зря проводится и очень хорошо отражает некоторые способности аппарата. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и двойной LED-вспышки в виде молнии. Широкий основной модуль на 64 мегапикселя с сенсором Sony IMX686, сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и макромодуль на 2 мегапикселя, можно сказать, затычка. Цифровая стабилизация на борту, запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS, фронтальная камера на 20 мегапикселей находится по центру в верхней части экрана, вырез под камеру, конечно, расстраивает, максимальное разрешение для съемки видео 1080p 60 FPS. Как по мне, камеры для этого смартфона очень хорошие, вдобавок в стоке есть куча режимов для съемки, короткие примеры вы сейчас увидите. Ну вот он, например, съемки Redmi K50, и можно сказать, что это Game Edition, можно сказать, что это Mercedes Edition. Следующий вариант, каким образом можно обозвать данный смартфон, это просто Redmi K50, Xiaomi Redmi K50. Максимум разрешения у фронталки 1080p 60 FPS. И, как вы видите, здесь почему-то на большом экране кажется, что одни пиксели. Хотя, опять же, освещения хватает, по мне лично. Только что прожаривал данный телефон, и пока вы смотрите на примеры съемки, могу поделиться впечатлениями. В первую очередь то, что, конечно, он перегревается люто. Тротлинг-тесты вы обязательно увидите результаты. 3 раза подряд Antutu он пройти не может. Притом первый раз в режиме не энергосбережения, а наоборот максимальной мощности он отказался проходить в Antutu тест графический, вообще показал нули. Во второй раз он прошел с результатом 980 тысяч. В третий раз он сказал overheating. Это просто перегрев. И посадочек-то остался, потому что после этого мы дали аппарату остыть. Опять же, все это проходило на лайв-канале. Понятно, что я еще протестирую, как и тестировал до того, как была прожарка данного смартфона. Не знаю, логично, что, как у меня правильно спрашивают, а может быть купить тогда K40, а почему бы не Black Shark, допустим, 4 Pro, или почему второй вариант не, допустим, за 21 уже, наверное, потому что курс прыгает по KF3. Вариантов просто море из того, что можно купить в районе 20 тысяч рублей за те же 15 с копейками. Можно было за 14 800, но теперь 15 с копейками Poco X3 Pro. Вот вам и игровой смарт. С супер запасом, конечно, да. K50 классный, K40 классный. У меня был K40 на обзоре. Опять же, Bruce Lee Edition, желтенький. Обзор на канале по ссылке в правом верхнем. А так, в целом, вот примерно так отрабатывает фронталка. Основная камера максимум 4К 60 FPS. Автофокус. Думает долго. Очень долго думает. Но главное, додумывает.
Моя любимая гайка. Вот сейчас быстро. Смотрите, как чуть-чуть поменялось освещение и локация. И все. Хотя идеальным автофокус не назвать, но это и не камерафон. Это игровой смарт. Съемка ведется, разумеется, с одной руки. И да, сложно ему. Сложно. На паузу ставить видео можно, разумеется. Можно иксовать, то есть увеличение у нас здесь максимум x6. И я бы сказал, что довольно плавное увеличение уменьшения. Разумеется, на ультраширик не перейти. С режима видео, разумеется, можно ставить на паузу и фотографировать. Кто бы мог подумать, что в игровом смартфоне добавят Dual Mode еще и Xiaomi. Вот так примерно вы можете себя снимать. Можно менять прямо в режиме реального времени, что довольно удобно. И максимальное увеличение фото x10. Вот так. Относительно фронталки основная камера работает. Меня прям радует. Потому что если снимать с двух рук, вот смотрите, ночное видео, ну прямо основная камера молодец. И вы видите, до какой степени стабилизатор у основной камеры, хотя я иду и чуть ли не трясусь, отрабатывает отлично. То есть мы выяснили, что автофокус не супер, основная камера норм. По поводу игровых возможностей, повторяюсь, что я показывал, что он может. На данный момент слишком лютый перегрев для того, чтобы говорить, что смартфон про игры. Если брать зарядку собственной зарядкой, как я уже говорил, за 40 минут, но то, что он за 6 минут заряжается на 50%, даже вне режима Supercharge, вот этот, который отдельно нужно включать, ну хорошо же, хорошо. Хотя лучше, конечно, быстрее в 2 раза. Радует меня смартфон, радует. Хотя очень странная фронталка, потому что с одной стороны 1080p 60 fps, но с другой стороны хуже любого Realme, у которого 1080p 30 fps по качеству. Потому что вообще мрачная тема. Но плюс к карме. Многие писали мне, конденсат это нормально. Вот я выхожу со смартфоном сразу, как купил, и снимаю на улице, никакой дымки нет, в отличие от Realme прошлого, Realme 9 Pro Plus, и в отличие от Xiaomi X12, X12 Pro и Xiaomi 12. Вы видите? Вот она, первая ночь, первая съемка, и ничего, цвет, блеск, красота. Даже намека на запотевание линзы нету. Молодцы. И та же самая локация, где я снимал 4К 60 FPS вход. По большому счету тестировать особо камеру даже днем смысла нет, хотя она здесь, по мне, неплохо реализована для игрового смартфона. Опять же, если вы будете брать его для личного использования, я могу сказать, что по камере я его могу рекомендовать. Микрофоны захлебываются от ветра, это неудивительно. И по большому счету фотографии, все остальное вы увидите. Ну, девайс хорош. Вопрос, за эти деньги стоит ли переплачивать, если у вас К40 на руках? Конечно, нет. 10-й раз за ролик говорю. Но если у вас нет К40 на руках, и вы интересуетесь чем-то китайским, что можно назвать потребным, это более чем потребный аппарат. Немного фронталки в днем, и она здесь не такая мрачная, как у Realme. Даже в игровом смартфоне у Xiaomi 1080p 60 fps. Это вам не 30 fps. Насколько видна хорошо моя борода, мои морщины и все остальное вы сейчас можете наблюдать. Я считаю, что девайс более чем достойный по съемке. Xiaomi плохого давно уже по съемке не делают, даже в дешевых смартах. Да, у них ценовая политика поменялась довольно конкретно, но в этот аппарат стоит лояльно. Хотя, если брать игровые, Black Shark 4 Pro вполне возможно, учитывая его ценник, может легко с ним соперничать, тем более К40 может. Но, учитывая золотую середину между игровым
и чем-то, что можно носить постоянно, это дело выглядит классно. Притом его надо носить без чехла, конечно. И тактильное ощущение классное, и выглядит он более чем достойно. Минусы: нет возможности расширить внутреннюю память, нет мини-джека, нет DC-диминга, пока, может быть, он где-то либо закапан, что я его несколько раз пытался найти и не нашел, но с таким шимом жить можно. Тротлинг-тест процессора проходит, конечно же, не лучшим образом, он перегревается пока довольно сильно. Цены можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании к видео. В свете последних событий называть ее смысла нет, за день может все поменяться, притом кардинально. Если промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг Алиэкспресс вспомнит, что у него распродажи, и все-таки их активируют, потому что кое-какие все равно работают. И резюмировать мне бы хотелось довольно странно. Специально не использую дополнительное освещение. Это студия, здесь пока нет акустики. Вы слышите, как микрофоны у Redmi работают. Логично, что в примерах вы тоже наслушались, но вот так вас будет слышно в помещении. Понятно, что это игровой смартфон, и абсолютно не важно, как он снимает, с одной стороны. С другой стороны, это дело, вот конкретно то, что у меня K50, и я смотрю остальные модели у них, выглядят уже прилично. Что такое Redmi K50? Это игровой смарт, который выглядит как обычный смарт. Насколько он лучше K40? Настолько, что если у вас есть K40, нечего вообще на него смотреть. Насколько целесообразно покупать его, а не K40? Я не знаю. Лично для меня, наверное, все-таки было бы разумнее покупать K40. Что бы мне хотелось добавить, наверное? То, что я этот смарт прогонял. Прошивка на него уже пришла. То есть, когда я приходил и рассказывал вам на прожарке на стриме про этот смартфон, я хочу отметить, что прошивка была другая. Сейчас он работает стабильней. Я уверен, что через недели-две он будет работать еще стабильнее, и он будет еще лучше работать с данным процессором. По поводу его автономности, то, что он сбросил яркость, ну а что он еще должен был делать, если у него перегрев идет, вырубится? В PC-марке он все-таки эти 10 с лишним часов прогнал. Если брать во внимание, что я недавно тестировал Samsung S22, который абсолютно не играбелен за свои 70-80 тысяч, здесь у меня девайс меньше, чем за 50. Во всяком случае, по сегодняшнему курсу, как вы знаете, все меняется. Но в целом за $550 я сформулирую так: если у вас получится приобрести данное устройство, это топ. Не забывайте подписаться на канал, ставьте лайк за труды, от меня девайсу да, и если у вас есть возможности, финансовые средства, вы можете его рассмотреть. Если у вас нет, то смотрите на K40, в той же плоскости, выглядит очень похоже. Добра и удачи вам, дорогие друзья!